Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы будем вязать собачку Рыжика. Для вязания нам потребуется оранжевая пряжа. Вы можете использовать любую другую, которая у вас есть в наличии. Можете собачку полностью белым цветом связать, либо коричневым, горчичным, черным. Вот. Также потребуется белая пряжа, немного совсем для лапок и половина головы, вот здесь мордочка, ушки у меня частично оранжевые, частично розовые. Вы можете полностью связать оранжевым цветом, можете скомбинировать другие цвета. Также можно связать ушко одно, допустим, оранжевым, другое белым. Все зависит от вашей фантазии. Глаза 18 мм, носик 20 мм. Он у меня клеевой, глаза на безопасном креплении. Красная пряжа плюшевая и холофайбер. Акриловая пряжа черная и розовая. Крючок у меня для акриловой пряжи использовала 2 мм, а для плюшевой 4. Приступим к вязанию. Сейчас мы свяжем вот такую ножку. Для этого берем белую пряжу плюшевую и провязываем 2 воздушные петли. Один, два. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ставим маркер и начинаем вязать второй ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок, то есть из одной петли провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик, второй, это одна прибавка, первый столбик, второй, это вторая прибавка. Продолжаем вязать прибавки до конца ряда. Нам осталось провязать еще 4 прибавки. Я провязала ряд до конца. Сейчас у нас по кругу 12 столбиков без накида. Третий ряд вяжем 1 столбик прибавка 6 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Один столбик, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу 18 столбиков. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавка 6 раз. По кругу должно получиться 24 столбика. Первый столбик, второй, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. Пятый и шестой ряд вяжем по 24 столбика без накида.
То есть провязываем 2 ряда без изменений. Из одной петельки вяжем 1 столбик. Продолжаем самостоятельно. 7 ряд вяжем 9 столбиков, 3 убавки и 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 убавки. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем вместе. Первая, вторая, третья убавка. 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас у нас по кругу 21 столбик. 8 ряд 8 столбиков, 3 убавки и 7 столбиков. Приступаем. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 убавки, 1, 2, 3. До конца ряда осталось провязать 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас у нас по кругу 18 столбиков. Начинаем вязать 9 ряд. В 9 ряду провязываем 7 столбиков, 2 убавки и 7 столбиков. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 убавки. 1, 2, 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас по кругу 16 столбиков без накида. Теперь нам необходимо сменить нить. Так, последний столбик мы довязывать не будем. Берем нить основного цвета. Я взяла нить основного цвета. Теперь завершаем столбик
оранжевой нитью, подтягиваем. Так, следующий ряд мы вяжем 16 столбиков. Провязываем его следующим образом. Вводим крючок, подхватываем белую нить, завершаем ряд оранжевой, белую нить подтягиваем, в следующую петельку вводим, опять выводим белую нить, провязываем оранжевой, белую подтягиваем, и таким образом нам необходимо провязать весь круг. Вытягиваем белую, заканчиваем столбик оранжевой нитью, белую подтягиваем. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Я довязала до 16 столбика. Теперь вот 16 столбик мы провязываем полностью оранжевой нитью. Так заканчивается наш круг. Это был 10-й круг. Белую нить можно обрезать, кончики мы связываем. С 11 по 19 ряд мы провязываем 16 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно, затем встречаемся. Я довязала 19 ряд. Теперь провяжем еще 3 столбика для смещения. 1, 2, 3. Наполните ножку холофайбером. Вот у меня середина ножки. Теперь провязываем за обе стенки 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, последний, 8. Ниточку вытягиваем и отрезаем. Нам осталось вязать вот такие следы. Начнем с самого большого в виде сердечка. Берем розовую нить. У меня это светло-розовый цвет. И крючок 2,0. Набираем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Теперь провязываем 3 столбика с 2 накидами в самую первую петельку. Так, это первый столбик с 2 накидами. Опять делаем 2 накида. В эту же петлю вводим крючок. Провязываем второй столбик и третий столбик. Вот у меня здесь 2 накида. Опять в эту же петлю. Вот 3 столбика с 2 накидами. Затем вяжем 3 столбика с 1 накидом.
Раз. Два. Три. Одна воздушная петля. Один столбик с двумя накидами. Одна воздушная петля. Это у нас уже половинка. Теперь вяжем столбики в зеркальном отображении. То есть начинаем с 3 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Затем мы вяжем 3 столбика с двумя накидами. Так, раз. Два. И еще один столбик. Это у нас третий с двумя накидами. Теперь 3 воздушные петли. Раз, два, три. И соединительный столбик. Вот в эту петлю. То есть в петельку, откуда провязывали мы все столбики. Вот что у нас должно получиться. Такое вот сердечко. Обрезаем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Я обрезала нить, вытягиваем теперь ее. Вот ее будем пришивать, вот эту детальку вот сюда. Теперь свяжем маленькие вот эти вот следы. Берем нить и делаем кольцо амигуруми. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Затем провязываем соединительный столбик вот в эту петельку. Оставляем длинный кончик для пришивания. Вот такой след у нас получился. Как видите, таких деталей нужно связать еще 2 и пришить к ножке. Выполняем все эти действия самостоятельно. Сейчас мы начнем вязать ручки. Вот так они выглядят.
Берем белую пряжу, крючок. Набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Во вторую петлю от крючка начинаем вязать столбик без накида. В следующую столбик без накида. В последнюю провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, сюда же второй и третий. Далее вяжем 2 столбика без накида. И затем 3 столбика в одну петлю. Раз, два, последняя, третья. Ставим маркер. Второй ряд вяжем 4 столбика. Без накида. Раз, два, три, 4. В следующую петлю провязываем 3 столбика. Раз, два, три, 4 столбика. Дальше вяжем. Раз, два, три, 4. И в последнюю вяжем 3 столбика. Раз, два, три. Далее третий ряд, 5 столбиков. Один, два, три, 4, 5, прибавка, 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, прибавка, и 1 столбик без накида. Так, это был у нас третий ряд. Сейчас по кругу 16 столбиков. Четвертый ряд вяжем 16 столбиков без изменений. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закончили 4-й ряд. Начинаем вязать 5-й. В 5-м ряду вяжем 6 столбиков, убавка 2 раза. У нас по кругу должно получиться 14 столбиков. Шесть столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка, 6-й ряд вяжем 5 столбиков и убавку. У нас по кругу должно остаться 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка, 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. В 7-м ряду мы будем менять нить на наш основной цвет, поэтому последний столбик нужно довязать такой вот оранжевой пряжей. Так же как с ножкой мы провязываем, начинаем вязать столбик белой пряжей и заканчиваем его оранжевой. Вводим крючок, захватываем белую, провязываем оранжевой, белую нить подтягиваем. Берем белую, провязываем оранжевой, подтягиваем, опять захватываем белую, провязываем оранжевой, еще раз подтягиваем. Так мы вяжем до конца ряда. Последний столбик провязываем полностью оранжевой пряжей. Продолжаем самостоятельно. Я довязала до конца. Вот так выглядит у меня ручка. Теперь с 8 по 16 ряд, то есть 9 рядов, провязываем самостоятельно по 12 столбиков без накида. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. Белую нить я отрезала, кончики связала. Таким образом вяжем. Я закончила вязать 16 ряд. Теперь набиваем ручку холофайбером и провязываем 2 столбика для смещения. 1,
2. Теперь вот я нахожусь посередине ручки, я ее согнула пополам и провязываем за обе стенки 6 столбиков без накида. Один, два, 3, 4, 5 и последний 6. Ниточку обрезаем и вытягиваем. Вот такая ручка-лапка у меня получилась. Теперь берем черную акриловую пряжу и вышиваем такие вот имитацию пальчиков, можно сказать. Выполняем самостоятельно. Мои ручки готовы, ножки тоже мы довязали. Давайте свяжем хвостик. Вяжем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Со второго ряда по 6 вяжем 6 столбиков без накида. То есть каждую петельку провязываем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Продолжаем вязать самостоятельно. Нам нужно провязать еще 4 ряда. Я закончила вязать 6 ряд. Складываем деталь пополам и провязываем 3 столбика за обе стенки. 1, 2 и последний 3. Деталь я не наполняла, пряжа достаточно толстая. Такой хвостик получился. Отрезаем нить и вытягиваем ее. Начинаем вязать тело. Первый ряд, как обычно, 6 столбиков в кольцо амигуруми. Или как в моем случае я делаю 2 воздушные петли и затем во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. Из одной петельки вывязываем 2 столбика без накида. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. 1 столбик, следующую петлю прибавка, 1 столбик, следующую петлю прибавка, 1 столбик, далее прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 3 раза. У нас по кругу должно выйти 18 столбиков. Четвертый ряд вяжем 2 столбика прибавка 6 раз. Начинаем вязать 1, 2, прибавка, 1 раз первый столбик, 2, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. Пятый ряд вяжем 3 столбика прибавка 6 раз. 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Шестой ряд вяжем 4 столбика прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков прибавка 6 раз. У нас по кругу получится 42 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 5, и в шестую вот сюда нужно провязать прибавку. Далее 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза. Восьмой столбик вяжем 6 столбиков прибавка 6 раз. У нас по кругу получается 48 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. Начнем вязать 9 ряд. Сейчас у нас по кругу 48 столбиков. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь берем ножку и вместе с ножкой провязываем 8 столбиков без накида. Вводим крючок в первую петельку ноги и в первую петельку, вернее, в первую, следующую петельку туловища. Провязываем вместе. Это у нас один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний 8. Далее вяжем 16 столбиков без накида. Вот эту ниточку я сразу спрячу. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь берем вторую ножку, приставляем и провязываем вместе 8 столбиков без накида. Вводим крючок в первую петлю, и в следующую петельку тела. Подтягиваем, все хорошо подтянем и провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8. Далее нам осталось провязать до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Так, это последняя петелька 9 ряда. Сейчас мы будем ввязывать хвостик. Вводим крючок в первую петлю и в последнюю петельку 9 ряда. Теперь у нас будет маркер. Это начало нового ряда, 10-го. И провязываем 2 столбика вместе с хвостиком от 10 ряда. Первый, второй. Вот что у нас получилось на данном этапе. Теперь вяжем до конца ряда столбики без накида. У нас в 10 ряду должно остаться 46 столбиков. Вяжем самостоятельно. Я провязала 10 ряд. Теперь с 11 ряда по 14 вяжем 48 столбиков без накида. То есть 4 ряда провязываем без изменений. Из одной петельки вяжем 1 столбик. Вот таким образом. Вяжем 4 ряда самостоятельно, затем встречаемся. 15 ряд вяжем 19 столбиков без накида, затем провязываем 6 убавок и довязываем ряд до конца. Вяжем 19 столбиков, чтобы оказаться на середине животика. Я провязала 19 столбиков без накида. Мы находимся, где животик, ориентировочно 2 ряда от ножки. Теперь вяжем 6 убавок подряд. Поднимаем передние петельки, передние стенки 2 петелек и провязываем их вместе. Это наша первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Последняя. Шестая. Далее мы провязываем столбики без накида до конца ряда. До конца ряда нам осталось провязать 17 столбиков без накида. Из одной петельки провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно до конца ряда. У нас по кругу должно быть 42 столбика. 16 и 17 ряд вяжем по 42 столбика без накида. У нас вот так закругляется животик. 2 ряда сейчас провязываем самостоятельно. Я провязала 2 ряда. Сейчас у нас 18 ряд. Мы вяжем 5 столбиков убавка 6 раз. У нас по кругу останется 36 столбиков. Итак, начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем эту комбинацию самостоятельно еще 4 раза. 19 ряд вяжем 36 столбиков без накида.
20 ряд, вяжем 4 столбика и убавка. Один, два, три, 4, убавка. Один, два, три, 4, убавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу 30 столбиков без накида. 21 ряд, вяжем 3 столбика и убавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. Один, два, три, убавка. Повторяем комбинацию. 1, 2, 3, убавка. Повторяем вязать до конца ряда. Продолжаем вязать до конца ряда. На данном этапе тело выглядит вот так. Вы можете набить его холофайбером. 22 и 23 ряд. Вяжем без изменений. 24 столбика без накида. Провязываем самостоятельно. Я закончила вязать 23 ряд. Сейчас в 24 ряду мы будем ввязывать ручки. Начинаем вязать 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее берем ручку одну, вводим крючок в петельку руки и в петельку тела. Провязываем вместе. Первая петля, следующую петельку руки и в петельку тела. Это 2, 3, 4, 5, 6. Мы ввязали ручку. Далее вяжем 6 столбиков без накида и опять ввязываем ручку. Выполняем самостоятельно. Я ввязала руки. Сейчас у нас по кругу 24 столбика без накида. Довязываем еще 3 петельки для смещения. Раз, два. И третью петельку мы завершаем белой пряжей. Подтягиваем оранжевую нить. Это у нас новое начало ряда. В 25 ряду будем вязать 2 столбика и убавка 6 раз. Вяжем 2 столбика,
Так же, как когда вязали ногу и руку, провязываем, вводим крючок, вытаскиваем нить и затем завершаем белой пряжей. Это у нас 2 столбика. Затем делаем убавку, поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем их оранжевой пряжей и завершаем все белой. Оранжевую подтягиваем. Еще раз. Первый столбик, второй, подтягиваем, затем вяжем убавку. Подняли передние стенки 2 петель, провязали оранжевый и затем белый, подтянули. Вот что у нас получается. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Последнюю петельку я полностью провязываю белой пряжей. Оранжевую пряжу отрезаем и кончики связываем. 26 ряд вяжем 1 столбик убавку 6 раз. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. Так, приступаем. 1 столбик, убавка, один столбик, убавка, вяжем еще 4 раза эту комбинацию. У нас по кругу 12 столбиков. 27 ряд вяжем 12 прибавок подряд. 1, 2, 3, 4. Продолжаем вязать прибавки до конца ряда. Мы уже начали вязать голову. 28 ряд вяжем 3 столбика прибавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 30 столбиков. Так, первый столбик без накида, второй, третий, в следующую петлю прибавка. Раз, два. Опять повторяем комбинацию. Первый столбик, второй, третий, в следующую петлю прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно выйти 30 столбиков. 29 ряд вяжем 4 столбика прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем. 1, 2, 3,
4, прибавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. 30 ряд вяжем 5 столбиков и прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка, еще раз первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 42 столбика. 31 ряд вяжем 6 столбиков, прибавку 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, в следующую петлю прибавка. Еще раз первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, в следующую петлю прибавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 48 столбиков. С 32 по 35 ряд мы провязываем 48 столбиков. 4 ряда провязываем самостоятельно. Я провязала 35 ряд. На данном этапе игрушка выглядит вот таким образом. Далее я еще провязала 3 петли смещения. Теперь необходимо поменять пряжу на основной цвет. То есть здесь у меня сейчас середина головы. Вводим крючок в петельку, выводим белую пряжу и завершаем столбик оранжевый. Это у нас начало следующего ряда. Подтягиваем все ниточки. И продолжаем вязать. Поставлю маркер. Вводим крючок, выводим белую пряжу и завершаем оранжевой. Подтягиваем белую пряжу, опять вводим крючок, выводим белую, завершаем оранжевой, белую подтягиваем. Вот таким образом мы вяжем до конца ряда 48 столбиков без накида. Последнюю петлю я провязала полностью оранжевым цветом. Теперь начинаем вязать 37 ряд. С 37 по 38 ряд включительно провязываем по 48 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. 39 ряд вяжем 6 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. У нас по кругу должно получиться 42 столбика без накида. Связала ряд до конца. Между 37 и 38 рядом вставляем глазки. Между глазами у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. 40 ряд вяжем 5 столбиков, убавка 6 раз.
У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. И затем встречаемся. 41 ряд, вяжем 4 столбика и убавку. Первый, второй, третий, четвертый, убавка. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, убавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. И у нас по кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Сейчас на данном этапе вам нужно набить тело холофайбером. Плотно набейте область, где шея. И начинаем вязать дальше. 42 ряд, вяжем 3 столбика. Убавка 6 раз. 1, 2, 3, убавка. Еще раз повторяем комбинацию вместе со мной. 1, 2, 3, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. У нас по кругу должно остаться 24 столбика. 43 ряд, вяжем 2 столбика и убавку. 6 раз. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Как вы, наверное, уже догадались, мы довязываем голову, поэтому наполняйте голову по мере вязания. Повторяем эту комбинацию 4 раза самостоятельно. У нас по кругу 18 столбиков. 44 ряд, вяжем 1 столбик, убавка 6 раз. Я наполнила голову холофайбером. Она немножко у меня в камеру не влазит. Так, 1 столбик, убавка. Это первый раз. 1 столбик, убавка. Это второй раз. Вяжем еще 4 раза самостоятельно. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. Нам осталось провязать последний ряд. В последнем ряду провязываем 6 убавок. Вяжем самостоятельно. Затем затягиваем образовавшееся отверстие и прячем ниточки. Я довязала последний ряд. Для тех, кто вяжет игрушку впервые, показываю, как затягивать отверстие. Берем
иголку с широким ушком, одеваем пряжу и начинаем подтягивать их за передние стенки петель. И затягиваем все. Теперь следующую петельку подтягиваем. И таким образом мы поступаем по всему кругу. Как видите, у нас уже дырочек здесь не осталось. Закрепляем нить и прячем ее. Наша голова готова. Вот так она сейчас выглядит. И в целом игрушка практически готова. Нам необходимо связать ушки и мордочку. Давайте свяжем ушки. Вот так они выглядят. Для этого я связала две детали. Одна розовая и одна оранжевая. Затем сделала обвязку. И вот здесь пустила дополнительный ряд. Приступим к вязанию. Начнем вязать первый ряд. Набираем 2 воздушные петли. Один, два. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Далее делаем одну воздушную петлю. Второй ряд вяжем прибавку. Один столбик без накида. И в последнюю прибавку. Петля подъема. Третий ряд делаем петлю подъема, затем разворачиваем вязание. Здесь вяжем по одному столбику из каждой петли. То есть всего у нас должно быть 5 столбиков. Первый я провязала, вот второй, третий, четвертый, пятый. Петля подъема, разворачиваем вязание, вяжем прибавку, три столбика, 1, 2, 3, прибавка, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, прибавка, пять столбиков, 1. Так, у меня тут пряжа запуталась. 2, 3, 4, 5, прибавка, воздушная петля, разворачиваем вязание,
Вяжем 9 столбиков без накида. Из одной петли провязываем 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Воздушная петля, прибавка, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Наша деталька готова. Вам необходимо связать такую же детальку из розовой пряжи. Вот здесь я петельку просто вытягиваю и детальку откладываю в сторону. Ниточку не обрезаем. На розовой детальке нам нужно будет обрезать нить, и затем мы будем обвязывать ушко оранжевой пряжей. Вяжем розовую детальку самостоятельно. Я связала розовую детальку. Теперь берем 2 детальки, прикладываем друг к другу, вводим крючок в крайнюю петлю розовой детали, подхватываем нашу петельку оранжевую и выводим ее. Вот. Теперь одну петлю подъема и далее начинаем делать обвязку. То есть вводим крючок под петельку розового цвета и оранжевого. Выводим ниточку и провязываем столбик без накида. В следующую петлю еще 1 столбик. И так мы вяжем по всему периметру. Вот что у меня получается. Сейчас мы дойдем до угла. Вот у нас угловая петелька. Вводим крючок. Вытягиваем ниточку. Провязываем столбик. И опять в эту же петлю вводим крючок. И провязываем еще 1 столбик. Теперь переходим на боковую сторону. Также провязываем столбики без накида. На углах вяжем по 2 столбика без накида. То есть вот здесь вы провяжете 2 столбика, вот здесь вяжем 2 столбика и 1 соединительный столбик. Я довязала до угла. Опять вводим крючок, ниточки спрятала вовнутрь и провязываем 2 столбика из одной петли. Далее переходим на другую сторону и вяжем столбики без накида. Я дошла до последнего угла
Вводим крючок, выводим ниточку, сюда же еще один столбик провязываем, и затем в первую петельку мы вяжем соединительный столбик. Вот так ушко выглядит на данном этапе. Делаем соединительный столбик, затем одну петлю подъема и начинаем вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и в 11 делаем соединительный столбик. Вот такое ушко у меня получилось. Вот второе ушко. Теперь мы отрезаем длинный, оставляем длинный кончик нити, чтобы его пришить к голове. Берем ушко, пришиваем его не ровно вот таким образом, а чуть-чуть, чтобы был изгиб. Прикладываем его к голове. Вот так. И пришиваем самостоятельно. Как обычно, петельку ушко цепляем и петельку с головы. Пришиваем ушки. Я пришила уши. Вот так они выглядят. Вот немножко закругленные. Вот здесь пришивала по дуге. Так, теперь нам осталось связать мордочку. Свяжем губу. 2 воздушные петли, как обычно. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю петлю 6-й столбик. Вот наша губа готова. Отрезаем ниточку. Кончик для пришивания оставлять не нужно, потому что мы ее сейчас будем ввязывать с мордочкой вместе. Вот я отрезала ниточку, вытягиваю ее, и вот такая вот губа получается. Начинаем вязать мордочку. Вяжем 2 воздушные петли. Раз, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер на начало ряда. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавок. Из одной петли провязываем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Третий ряд мы вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. 1 столбик, следующую петлю прибавка. Это первый раз. 1 столбик, следующую петлю прибавка. Это второй раз. Теперь продолжаем вязать эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд мы вяжем 18 столбиков без накида. Из одной петельки провязываем 1 столбик. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Свяжем 12 столбиков, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. Еще 2. 13 и 14. Так, мы от начала ряда провязали 14 столбиков. Теперь возьмем губу, вводим крючок в последнюю петельку. И в петельку тела провязываем вместе. Далее второй столбик, третий, и четвертый. Вот что у нас получилось. Теперь вяжем 6-й ряд, провязываем 2 столбика, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, прибавка. Раз. Повторяем. Первый столбик, второй,
прибавка. Вяжем так до конца ряда и в конце ряда делаем соединительный столбик. Теперь берем обычную белую пряжу и вот эту губу немножко нужно вот так пришить, чтобы она сильно не вываливалась. Вот так пришиваем. И вот здесь вот вышьем красной пряжей язычок. Выполняем самостоятельно. Я взяла вот такую вот ниточку. Конечно, лучше взять красную, но у меня красная закончилась, как оказалось. С этого я беру бордовую. Вы можете взять красную, розовую. В принципе, любой оттенок красного цвета. Вот. Кончик небольшой оставляем. Выводим, где у нас ротик. И обратно вводим иголочку. Вот что у нас получается. Можно повторно еще раз один стежок пустить, чтобы было более заметно. Вот что у меня получилось. Теперь, если у вас есть носики, то вы можете сейчас их поставить вот сюда. У меня есть носик клеевой, я его сейчас сюда приклею. Если у вас носики с заглушкой, то вставляем. Если носиков нет, то можете просто черной ниточкой вот здесь вышить треугольник. Для приклеивания я обычно использую клей Момент, гель. Намажем его на носик и вот так вот приставим. Затем необходимо дождаться, когда он высохнет. Вот мордочка готова. Вот здесь я черной нитью сделала один стежок. Теперь берем ее, приставляем к голове. Так, у меня здесь ниточки. Что мы делаем? Мы набиваем мордочку холофайбером, затем будем ее пришивать к голове, но она у нас имеет такую круглую форму. Вам нужно пришить вот так где-то, чтобы мордочка была овальной. Приставляем вот так к голове и по периметру пришиваем. Итак, я пришила мордочку, затем берем белую пряжу, вводим иголку в любом произвольном месте, выводим ее вот здесь под глазом, затем вводим над глазом, вывод будет вот здесь, над другим глазом, и затем вводим иголочку вот в этой области и выводим в первоначальной точке. И у нас получаются вот такие белки глаз. Теперь лишнюю ниточку обрезаем, кончики связываем и прячем в голове. Берем также белую пряжу, вводим в любом произвольном месте, вводим над глазиком, там, где у нас должны располагаться бровки. Захватываем буквально несколько столбиков и выводим возле другого глазика. Также смотрим, чтобы у нас бровки располагались симметрично. Вводим иголочку и выводим ее в первоначальной точке. Так, где у меня иголка?
иголочку, втягиваем нить, поправляем бровки, кончики связываем и прячем в голове. Последнее, что я сделаю с игрушкой, это утяжку. Вводим иглу в середине мордочки, здесь снизу, и выводим ее в углу одного глаза, во внешнем углу. Кончик нити оставляем, затем вводим иглу вот в этой области и выводим ее под мордочкой, где-то в соседнем столбике. Подтягиваем ниточки. До нужной степени. Затем связываем кончики. Далее опять вводим иглу снизу, выводим во внешнем углу глаза и заводим во внутренний угол глаза, выводим в соседнем столбике. Подтягиваем ниточки. Вот, у меня игрушка утянулась. Теперь кончики связываем на 2 узелка и прячем в голове. Вот такая собачка у меня получилась. Я наклонила ушки собачки. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, кого бы вы хотели связать вместе с нами. Всем пока!